Друзья, доброго времени суток! Сегодня мы с вами находимся на открытом YouTube-канале. Сегодня мы с вами поговорим про цифровизацию, но перед этим хотела бы, конечно, рассказать о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Там на Бусти более 35 видеораскладов, о которых невозможно молчать и которые нельзя публиковать здесь по причине цензуры. Нас не раз уже блокировал YouTube, поэтому мы не рискуем выкладывать сюда, друзья. И я благодарю всех искренне, кто находится на нашем закрытом канале Бусти. Друзья, благодарю вас от души. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Благодаря вам мы делаем новый контент, интересный, который, я думаю, что вам интересно изучать, потому что темы всегда актуальны. Для тех, кому неудобен Бусти, есть закрытый телеграм-канал, там все те же самые видео, что и на Бусти. Подписка стоит также 299 рублей в месяц. И всем тем, кому удобен телеграм-канал, пожалуйста, пишите мне в личку. Личка моя указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Туда же в личку можете написать по вопросам личного расклада, консультации, обряда или обрядовые свечи, которые мы делаем из натурального воска своими руками. Также вы можете написать туда по вопросам личного обучения. У меня есть индивидуальное обучение. Есть обучение, уже 2 готовых курса. Это обучение на картах Безумной Луны и Триумф Луны одного и того же автора, Патрика Валенса. Также можете поставить мне лайк, если вам действительно понравилось видео, я буду благодарна. И жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий на канале Энергия Таро. Ну а сегодня с нами карты Таро Тота. Здравствуйте, карты. Карты Таро Алистера Кроули. И поговорим мы с вами сегодня о цифровизации. Ну, вообще, внедрение цифровых технологий в различные сферы нашей жизни день за днем двигает нас к прогрессу и заставляет по-новому взглянуть на, казалось бы, старые вещи. Но чем на самом деле для человечества обернется глобальная цифровизация? И когда она придет к нам полноправно, а не частично? Узнаем прямо сейчас на картах Таро. Первый вопрос будет звучать так. Карты, скажите нам, пожалуйста, внедрение всеобщей цифровизации, искусственного интеллекта и роботизации приведет человечество к процветанию и развитию, да или нет? 2 карты вытянем. Или же внедрение всеобщей цифровизации, искусственного интеллекта и роботизации приведет человечество к порабощению и уничтожению населения, да или нет? Сначала позитив рассмотрим, друзья мои. Карта тройки пентаклей, карта тройки дисков. В этой колоде пентакли называются дисками. И карта девятки жезлов. Одна карта является негативной, в данном случае девятка жезлов, которая обозначает силой. Сделать что-то силой, заставить сделать что-то силой. Физической расправой вполне возможно. Карта тройка дисков говорит о работе, о подстраивании под нас. Подстраивайся под нас, работай на нас силой. Такое ощущение, что здесь заставляют обычный рабочий класс, средний класс работать на кого-то, на государственную систему силой. Я не вижу здесь позитивных карт рядом с тройкой дисков, с нейтральной картой работы. Вышла девятка жезлов. Девятка жезлов – заставить силой кого-то работать на себя. Я не вижу здесь процветания и развития, я не вижу здесь ни одного старшего положительного аркана. Следующее. Приведет ли глобальная цифровизация к порабощению и уничтожению населения? Карта короля кубков обозначает людей, народ, которые с любовью относятся друг к другу, и тех людей, которые обладают высокой степенью эмпатии, особенно тех людей, которые действительно заинтересованы в своем светлом будущем, тех людей будут держать в страхе, потому что девятка мечей – это карта страха, это карта боли, карта негодования. Я тоже не вижу здесь старшего аркана, я не вижу здесь уничтожения людей, но я вижу здесь порабощение людей и манипуляции над людьми, особенно над теми людьми, кто является светлыми, кто из любви исходит к народу и друг к другу, друзья мои. Пытаются убить и искоренить любовь с этой земли. С нововведением, с цифровизацией, с роботизацией, потому что роботы не имеют эмпатии, не имеют чувств, как мы знаем, да, и не могут сочувствовать и сопереживать людям. Можно ли сказать, что цифровизация – это создание мирового концлагеря, где человек не будет иметь прав и будет находиться в рабстве? Давайте все 6 карт вытянем. Так вот еще, да? У каждого будет свой выбор, друзья. Я не могу сказать здесь то, что будет действительно концлагерь. Здесь будет разделение людей, точно так же, как и сейчас, постепенно разделяют людей во мнениях. Да, у нас началось СВО, люди разделились во мнениях, дальше больше. Нет созидания того, которое было раньше между людьми, если оно вообще было когда-нибудь, да? 21-й старший аркан мира – это единственный старший аркан, который здесь вышел, и последний старший аркан, после которого все начинается заново, все начинается с нуля, с дурака. Карта дурак, которая у нас здесь не выпала, просто расскажу о ней мимоходом, скажем так. Карта дурак обозначает цифру, матрицу. Это
альфа, который вылупилась из вселенной матки, который вроде бы есть, но его нет. Он может совершать все, что ему вздумается. А 21-й старший аркан мир говорит о заточении, о заключении людей и о том, что людям некуда деваться и людям нечего делать, кроме того, как слушаться власть имущих людей. Принцесса мечей здесь обозначает власть имущих людей, людей, работающих на закон, на систему, полицейских, ФСБ, структуры и так далее. Положительно у нас ответили очень многие карты. Потому как вопрос звучал, можно ли сказать, что цифровизация – это создание мирового концлагеря. Можно ли так сказать? Да, можно. Туз жезлов – это действие. То, что будет приведено в действие. Есть цель, есть действие для того, чтобы поработить население. Для того, чтобы по принцу мечей и по принцессе мечей с разных сторон людей окружали властимущие люди. Полицейские, которые будут говорить, что им делать. Те люди, которые не будут работать на государственную систему, будут, соответственно, находиться в другом лагере. Люди, которые будут работать на государственную систему, будут находиться в другом лагере. И будет, конечно же, борьба. Люди будут бороться, люди будут негодовать, люди будут выходить на митинги. Это уже радует, друзья мои. Если вообще это начнется, если вообще цифровизация будет введена. Мы все с вами прекрасно знаем то, что у глобалистов в последнее время очень много не сходится и не получается. И да будет так. Двойка кубков говорит о том, что двойка кубков вообще это любовь, да? Двойка кубков говорит о созидании. О том, что люди будут договариваться друг с другом. Люди будут собираться в общины, люди будут противостоять этому. Поэтому я не могу сказать, что цифровизация – это мировой контроль, мировой концлагерь. Да, вполне возможно, они хотят это сделать, потому что 21-й старший аркан мир указывает на это. Но получится ли у них? Вот в чем вопрос. А я здесь этого не вижу. Хорошо, уже хорошо. Что именно будет внедрено и что из себя будет представлять цифровизация? Это будет цифровая валюта, это будет введение цифровой валюты, это будет замена людей на роботов в профессиональных должностях, медицинских сотрудников, допустим. Или это будет замена обычного образования, школ, куда ходят ученики, университетов, онлайн-образования. Это будет введение цифровой валюты. Пятерка мечей. Пятерка мечей обозначает поражение. Такое ощущение, что у них может не получиться. Карта королева кубков. Королева кубков – это много эмоций. Много эмоций, потому что не получается. Получится ли у глобалистов ввести цифровую валюту? Мы с вами рассматриваем сейчас только теории, друзья. Королева жезлов. Они будут стремиться к этому. Здесь отчасти, друзья. Я вижу здесь поражение именно в тех планах, которые они для себя отметили, наметили изначально. Потому что карта восьмерка жезлов обозначает быстро, очень быстро что-то сделать, стремиться и быстро что-то сделать. Карта шестерка мечей обозначает собрание в каком-то одном месте или в каком-то одном банке, собрание всех счетов, собрание всех денег в каком-то одном банке. Но что-то не получится, что-то получится не до конца, из-за того, что вполне возможно люди будут эмоционировать по этому поводу. Да, противостояние. Карта семерка жезлов, карта противостояния. Люди будут противостоять тому, что устроили глобалисты, и у глобалистов получится не до конца. Но все средства они так или иначе соберут в каком-то одном банке. По поводу замены людей на роботов в их профессиональных должностях. Карта колесницы, да, они очень хотят ввести именно роботов, которые не обладают чувством эмпатии, тем более в медицине, да, это очень важно, для того, чтобы не было вот этого человеческого сочувствия. Получится ли у них, получится ли у мировой элиты заменить людей на роботов в их профессиональных должностях? Получится ли? Карта мага, да, скорее всего, да, чем нет. Здесь два старших аркана вышло, друзья. Следующее. Онлайн-образование. Не получится ли, вернее, а хотят ли вести онлайн-образование? Да, хотят. Есть такая идея, есть действия, они уже к этому стремятся, уже делают что-то для этого. Вот почему-то с цифровой валютой так тяжело идет. Возможно, это технически тяжело сделать, друзья. Онлайн-образование. Получится ли у мирового правительства вести онлайн-образование? Получится ли? Стремление, объединение, да. Онлайн-образование получится убрать многих людей, сместить их со своих должностей. По поводу цифровой валюты пока не уверена. Ну, давайте дальше посмотрим, да, по вопросам. Будут ли у населения изымать бумажные деньги? Будут ли у населения изымать бумажные деньги?
Карта Луны 18-го старшего аркана говорит, что да, но каким-то нечестным способом, нечестным путем. Как, знаете, люди как загипнотизированные идут и сами сдают эти бумажные деньги, потому что им что-то сказали. Под страхом чего-то, или под гипнозом, или люди просто подчиняются системе, потому что так нужно. Карта Луна – это карта неоправданных каких-то поступков, но, тем не менее, это карта положительная именно в этом ключе. Будут ли у населения изымать бумажные деньги? Да, будут. Потому что цифровая валюта так или иначе будет введена, но что-то будет недоработано. Будет ли народ оказывать какое-либо сопротивление на то, что у них изымают бумажные деньги? Их как-то подкупит. Вот знаете, вот люди, они, помните первую волну мобилизации, когда была мобилизация, когда все боялись, когда все шли, потому что так или иначе нас всех вытащат из дома все равно, да, и в любом случае пойдем воевать. Но, тем не менее, те люди, которые остались, никуда вас не вытащили, друзья мои, да? Давайте прямо смотреть на вещи. 14-й старший аркан умеренности говорит, что да люди сами спокойно пойдут, люди не будут ничего делать. Вот по поводу денег точно нет. Ну, вот, значит, так и должно быть. Вот что-то новое же начинается в этой жизни, значит, мы должны этому следовать. Вот, что воля, что неволя, все равно. 14-й старший аркан чем-то подкупит еще людей. Вот, знаете, вот чем-то подкупит. Вот такое ощущение, что вот иди сюда, мой хороший, я тебе что дам, если ты мне отдашь свои бумажные деньги, да, все будет хорошо, не волнуйся. Здесь вот такое ощущение есть, что люди сами, как под гипнозом, я же говорю, пойдут и отдадут эти бумажные деньги. Изымать никто ничего не будет силой. Это противозаконно, хотя я в законы наши не верю. 14-й старший аркан как раз-таки говорит о том, что люди сами добровольно пойдут и все сдадут. Следующий вопрос. Есть теория, что цифровая валюта будет сгорать на счету, если ее вовремя не потратить. Так ли это? Опасность. Опасность для тех сбережений, которые находятся в одном месте. Вот я говорю, какое-то одно место, как один банк, где все сбережения всего народа, если такое возможно вообще, да, друзья? Место единое. Коммуникация, единое место для коммуникации. И они будут в опасности, под угрозой они будут находиться, эти деньги. Они просто будут под угрозой. Есть теория, что цифровая валюта будет сгорать на счету, если ее вовремя не потратить. Так ли это? Да, карта смерти, карта трансформации, карта смерти, исчезнут, да, физически исчезнут эти деньги. Опасность для народа, если их вовремя не потратить, если их вовремя во что-то крупное не вложить. Вот здесь вот такой момент, особенно если у людей много денег на счету. Вот здесь касается тех, у кого действительно там несколько миллионов лежит, да, на счету, или там несколько сот тысяч, тоже на них будут обращать внимание. У кого там небольшие деньги, на тех не будут обращать внимание. Нужно вовремя потратить, да. Карта созидания, 4 мечей. Нужно вовремя потратить на что-то для того, чтобы деньги не испарились. И это правда. Смогут ли мошенники, хакеры забирать деньги со счетов граждан? Участятся ли вообще мошеннические действия с введением цифровизации? Да или нет? Да. Карта колесницы однозначно. Сможет ли государство по своему усмотрению распоряжаться деньгами населения? Не понравились вы чем-то государству, сделали что-то неправильно, не платите налоги, еще что-нибудь, ну, все что угодно может быть, да? Государству не понравится, расплюнуть. Сможет ли государство по своему усмотрению распоряжаться деньгами граждан, когда будет введена глобальная цифровизация, да или нет? Карта умеренность, конечно. Карта 14-го старшего аркана снова говорит, что какой-то хитрый метод будет, какой-то хитрый способ. Здесь человек, палка о двух концах, да, человек либо темный, либо светлый. У него две стороны. Человек кормит и поет льва и грифона, и они кушают из одной чаши, совершенно не подозревая, что им что-то грозит. Вполне возможно, что им подлили туда яд, так как 14-й старший аркан умеренности еще обозначает медицину. Здесь какой-то хитрый ход со стороны государства. Так что они могут воспользоваться вашими средствами, потому что вы не выполнили какого-то определенного обязательства или поручения по просьбе государства. Здесь мошеннические действия участятся, это точно. Карта колесница. Причем будет это сразу. Абсолютно вы это сразу заметите. Но такое ощущение, что мошенничество со стороны государства ничуть не меньше будет, чем от хакеров и от обычных мошенников. Есть такая тема, друзья, в Китае тестируется система социального рейтинга, который идентифицирует человека по шкале его значимости для государственной системы. Вот, кстати, об этом, да, от зеленого до красного. Если человек полезен для государства, занимается доносами на других граждан, допустим, его шкала зеленого цвета. Если нет красного, обладатели зеленой шкалы – полноправные граждане, а красные не могут позволить себе многие вещи в социуме. Элементарно они могут себе позволить вылететь на самолете, да, только на поезде, уехать куда-нибудь. Ведут ли в России данную систему социального рейтинга, как в Китае? Да или нет?
Карта десятка пентаклей. Какое-то обновление в любом случае будет. Будет введено что-то новое или будет введено что-то похожее, как в Китае, но немножко по-другому. Десятка – это переход во что-то новое. И десятка пентаклей, связанные с деньгами. То есть либо будут у людей деньги отнимать, вот как раз-таки, да, предыдущий вопрос был о том, что государство сможет отнимать и изымать деньги со счетов граждан под каким-то предлогом, то, что вы что-то не выполнили, или вы не являетесь тем гражданином, который полезен государственной системе, у вас отнимают эти деньги, да, тут что-то будет связано с деньгами. Как скоро в России ведут систему социального рейтинга? Восьмерка мечей. Пока это есть только в задумке, пока есть остановка чего-то или остановка действий, потому что мечи это всегда действие, но здесь остановка действий, приостановлена. Пока нет ресурсов на это, потому что десятка пентаклей еще может указывать на то, что нет ресурсов для того, чтобы выполнить данный момент. Да? Пятерка кубков, да, кубки иссушены. Пока нет выхода на то, чтобы создать эту систему социального рейтинга, как в Китае, даже протестировать ее, друзья мои. Потому что тут только младшие арканы, и здесь тоже младший аркан у нас вышел. В задумке это есть, перейти к чему-то новому, но это будет введено уже, когда будет глобальная цифровизация. Является ли целью тех, кто внедряет новые технологии, чтобы люди не могли сами себя обеспечивать? Целью является, но не факт, что это будет, что это сбудется, что так оно и будет. Является ли целью тех, кто внедряет новые технологии, чтобы люди не могли сами себя обеспечивать, да или нет? Да, карта манипуляции. Мы манипулируем людьми. Вы не можете сами себя обеспечивать. Принцесса дисков – это человек, который держит деньги, неважно, женщина, мужчина. Это человек, который имеет какой-никакой стабильный доход, стабильный заработок. Король жезлов – это тот, кто сидит на верхушке. Это практически император. Король, после короля идет император. Он стоит на верхушке иерархии. Это властимущие люди, которые стремятся к тому, чтобы у обычного народа, принцесса дисков – это обычный народ, это средний класс, который имеет какую-никакую зарплату, изымать эти деньги и вообще, чтобы люди не имели возможности самостоятельно зарабатывать и зависели только от государства, только от тех людей, которые стоят над ними. Это является их целью. Но это одна из целей, друзья. Следующий вопрос, друзья. Сбор биометрических данных населения сделает ли жизнь людей менее безопасной и более уязвимой? Сбор биометрических данных населения сделает ли жизнь людей менее безопасной и более уязвимой? Да, друзья, восьмерка мечей говорит о том, что пока это приостановлено или пока это только в планах. Но это будет введено, потому что у нас вышел 15-й старший аркан дьявол и 5-й старший аркан иерофант. По дьяволу здесь может быть создание похожих людей, клонирование похожих людей, потому что сам дьявол у нас здесь обозначает сексуальную структуру, сексуальную сферу. Обратите внимание, что здесь у нас изображен мужской половой орган, если вы приглядитесь внимательно, да? И это что-то связано с клонированием, с дипфейками. Мы создаем такого же человека, как ты. И поэтому забираем твои биометрические данные. Карта иерофанта, карта обучения или карта мнимого гуру и инфо-цыгана. Что это опять будет втирать, естественно, людям, да, говорить во всеуслышание, то, что это нужно для вашей же безопасности, еще какую-то ерунду, но это, тем не менее, не так. Два старших аркана, два негативных старших аркана у нас вышло. И негативная карта, которая говорит, что пока это не введено полностью, пока это только на уровне слухов, домыслов и планов, но, тем не менее, будет ли это приведено? Будет приведено. Будет ли сбор биометрических данных со всего населения? Опять-таки, как поступит само население? Да? Те люди, которые будут обладать критическим мышлением, которые не будут идти на поводу государства, будут оставаться в безопасности, друзья. Человекоподобные роботы. Их хотят использовать для созидания и помощи людям. Давайте две карты вытянем. Или же для физической расправы за неподчинение государству и для контроля. Да или нет? Сначала положительное для созидания и помощи людям, человекоподобные роботы. Ну нет, конечно, да, друзья мои. Десятка мечей, не королева мечей. Королева мечей – это полиция, властимущие люди, люди, которые находятся в определенных структурах, которые работают в определенных структурах, да, это полицейские, это ФСБ и так далее. Такое ощущение, что этих роботов будут брать на службу в полицию. Вы знаете, вот все как в фильмах, все как в сказках, но тем не менее это реальность. Роботы полицейские, которые будут учинять расправу над людьми вплоть до смерти, потому что десятка мечей – это смерть. Хорошо, для физической расправы и для контроля над людьми. Контроль над людьми. Второй старший аркан – тайный контроль над людьми. Наблюдать за людьми так, чтобы они не знали об этом. Еще второй старший аркан говорит о том, что могут сажать в тюрьму.
могут сажать в тюрьму, могут сажать в места не столь отдаленные, в психиатрические лечебницы, если человек не подходит или если человек невысокого ранга. 19-й старший аркан Солнца говорит о просветленных людях, о людях, которые находятся на высокой ступени в иерархии, о тех людях, у которых есть большие деньги. Тех людей роботы не будут трогать. Второй старший аркан, он говорит о том, что людей, которые не имеют определенный ранг, которые не слушаются, которые не повинуются, будут находиться в местах заключения. Еще Солнце может говорить о сознании, потеря своего собственного сознания, потеря своего собственного «я», внедрение чипов в человека для того, чтобы человек не понимал, кем он является на самом деле. Вот для этого будут использовать роботов. В интернете большое количество просмотров набирают видеоролики, где первые лица государства и звезды шоу-бизнеса испытывают проблемы с мимикой лица, скажем так. Их коротит как роботов. Вопрос. Есть ли уже такие технологии, которые позволяют создавать киборгов, и они уже рядом с нами, их не отличить от людей? Есть ли уже киборги, роботы в человеческом обличии среди нас, которых не отличить от людей? Да или нет? Да, колесо фортуны. Колесо фортуны еще говорит о том, что это было применено уже десятилетия спустя. То есть это совершенно не ново, это не новая технология. Эта технология уже была введена давным-давно. И уже люди, которые притворяются людьми среди нас, друзья. Будут ли на Земле такие территории, глубинки, до которых не доберется роботизация и цифровизация? Да или нет? Или все захватит? Абсолютно да, будет. Их будет немного. Шестерка кубков полная чаша. Шестерка кубков еще говорит о воспоминаниях, о чем-то старом, о чем-то былом. То есть так, как мы жили раньше, так мы и живем сейчас. Будут какие-то небольшие территории выделенные, которых цифровизация и роботизация не коснется вообще. Будут ли эти поселения, вот эти поселения, оставшиеся, способом выживания для человечества, куда человек может приехать и выживать там, вдали от новой цивилизации? Будут ли эти поселения способом выживания для человечества? Король мечей говорит о том, что в любом случае, рано или поздно, контроль доберется и до этих поселений. Поэтому я не могу сказать и утверждать, то, что в эти поселения можно приехать и там жить, поживать и добра наживать, да деток растить. Нет, такого не будет. То есть какие-то поселения действительно останутся бесконтрольными, тем не менее, в скором времени, потому что мечи — это быстрая карта, карта действий, до них в любом случае доберутся власть имущие люди. Да, люди в любом случае, люди при статусе, при деньгах, власть имущие люди, полицейские в любом случае доберутся до этих поселений, до этих глубинок, так или иначе. Следующий вопрос. Вышки 5G. Вышки 5G. Очень многих, кстати, они интересуют. Задавали мне вопросы эти. Вышки 5G. Возможно ли с их помощью уничтожать людей? Возможно ли с помощью вышек 5G управлять населениями? Или возможно ли с помощью вышек 5G включать программу болезни для человека, онкологию, допустим? Возможно ли с помощью вышек 5G уничтожать людей? Карта человека. Принц кубков. Давайте уточним. Возможно ли с помощью вышек 5G уничтожать людей? Да или нет? Да. Но у каждого опять есть свой выбор. Те люди, которые негодные, неинтересные людям из системы, тех уничтожают. Те люди, которые на виду, еще вот этих людей уничтожают. Те люди, которые на виду и которые не повинуются. Не обычного народа это касается, а тех людей, которые находятся все-таки, на которых мы смотрим с экранов телевизора. Да? Вот здесь все-таки об этих людях речь. Вышки 5G. Способны ли с помощью вышек 5G управлять населением? Да, карта сила. Силой, физической силой, ментальной силой можно с помощью вышки 5G управлять населением. Возможно ли с помощью вышек 5G включать программу болезни человечества, для человечества? Снова у нас вышли люди. Давайте уточним. Возможно ли с помощью вышек 5G включать программу болезни для человечества? Вышла дворовая карта, ее всегда нужно уточнять, друзья. Возможно ли, да? Возможно. Программу болезни, программу внутренних органов, управлять людьми и включать уничтожение для тех людей, которые интересны государственной системе, но которые ей не подчиняются. Положительные карты. Друзья мои, следующий вопрос, звучит он так. В интернете есть теория, что программа Илона Маска SpaceX, занимающаяся запуском ракет и спутников, может создавать реалистичные голограммы, которые мы, обычные люди, можем принять за реальность этого мира. Действительно ли это так? Действительно ли программа Илона Маска SpaceX, занимающаяся запуском ракет и спутников, может создавать реалистичные голограммы, которые мы можем принять за реальность этого мира? Действительно, у них есть к этому доступ. И по 10-му старшему аркану колесо фортуны мы можем сказать,
сказать, что это в скором будущем, в ближайшем будущем будет реализовано на Земле. Давайте все-таки уточним, будут ли реализовывать эту программу и запускать ее с целью, чтобы разыгрывать людей, устраивать для них шоу, допустим, по внедрению на планету инопланетян. Так ли это? Ну вот что по поводу запускать, друзья мои, программа действительно есть. Вот по поводу запускать что-то не получится, что-то опять у них пойдет не так. А это, конечно, хорошо. Будут ли действительно реализовывать эту программу, что-то пойдет не так. Слишком много средств нужно вложить. Слишком много средств нужно вложить для того, чтобы создать такую голограмму для нашего мира, чтобы мы действительно поняли, что это реальность происходящего. Просто так запускать реалистичные голограммы, которые не несут в себе никакого смысла, которые никак бы не повлияли на нашу жизнь, на жизнь общества, смысла нет. А чтобы запускать ту программу, про которую я только что говорила, допустим, по внедрению на планету инопланетян, здесь нужны большие средства. Должны быть вложены большие средства, и люди не смогут друг с другом договориться. У них не получится. Карта колесница, для того, чтобы реализовать, нужны большие средства. Это пока только в планах, друзья. Следующий вопрос, друзья. Сейчас ядерным оружием управляют люди. А есть ли цель передать это управление в руки искусственного интеллекта? Есть ли цель передать ядерное оружие в руки искусственного интеллекта? Да или нет? Есть ли такая цель? Этим могут управлять только люди. И люди, мировая элита, прекрасно понимают последствия. Какими могут быть последствия, если в руки биоробота, искусственного интеллекта передать ядерное оружие? Что будет с Землей? Карта императрица, карта природы, карта матери Земли. Что будет с Землей? Земли не станет. Человечество вполне возможно не станет. Мировая элита не будет нами питаться, потому что они питаются все-таки нашими эмоциями, нашим гавахом. Давайте будем откровенны. И поэтому король дисков это человек у власти, человек, стоящий на высокой ступени эволюции и высокой ступени в иерархии, думает о том, что он думает о последствиях в первую очередь, и думает о том, что какие могут быть последствия для Земли, для всего человечества, если в руки оружие возьмет биоробот. Нет, такого не будет, друзья. И это был последний вопрос. Если у вас есть свои вопросы по цифровизации, роботизации населения, друзья, пожалуйста, задавайте мне их. Можете задавать в комментариях под видео, так будет даже удобнее. И самые интересные вопросы, на них мы сделаем шот-видео. Добавляйтесь в наш открытый телеграм-чат, где мы с нашими подписчиками обсуждаем насущные темы для будущих раскладов. И, возможно, именно ваша тема будет следующей в раскладе на канале Энергия Таро. Друзья мои, я вас очень люблю и до новых встреч!